Предъявитель всего – человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу. Сегодня речь пойдет у нас опять о приборчике для измерения остаточного ресурса моторного масла. Значит, какой эксперимент я хочу провести? Все в гараже у меня холодное, настывшее. Вот, слил я последний запас, так сказать, чистого масла в баночку. Вот, и хочу сделать измерение на холодную. Вот эти баночки, да, новая, старая дизельная, это бензиновая. В моторе на холодную измерить. И потом все это дело подогреть до 20, 25, там, 30 градусов. И сравнить показания, как покажет на холодную и как покажет на, так сказать, теплую. Вот, и заодно проверить, то есть мой автомобиль проехал с последней замены масла 4000 километров. Вот и проверим, какой остаточный ресурс на 4000 километров. Итак, первым делом давайте мы сделаем измерение вот этого вот моего масла. Ну, то есть это чистое масло. Посмотрим, как и что оно покажет, друзья, на холодную. Вот я так на бок возьму. Оно полностью зонд покрыт. Так, и делаем тест. У меня стоит бензин. Делаем тест. Посмотрим заодно на температуру. Так, полностью зонд погружаю. Показала 100%, а температура, что там, 0,8 градуса. Плюс, но плюс не знаю почему. Поверьте просто на слово, что все стояло в гараже, все заморожено. Так, это мы померили. Все-таки 100% и на теплую, и на горячую. На теплую, друзья, мы с вами мерили. Вот это вот мое новое масло на столе в прошлом обзоре, да. Сейчас переключаю на дизель. Так, на дисплее дизель. Втыкаем, давайте-ка, в дизель. И нажимаем тест. Так, надеюсь, вам видно хоть что-то, хоть как-то. Масло пробежало 9000 километров. Вот, и масло было залито в вольф, там я не помню. Остаточный ресурс 80% на холодную. 9000 километров. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Вот. Я считаю, что какой-то бред. Если честно, ну не может оно столько много ходить. Хотя, кто знает, вот это масло, к сожалению, канистра у меня не осталось. Я, наверное, спрошу у родственника и напишу эту марку масла в описании к видео. Вольф точно, но не помню. 0В20, 0В30 или какое там еще. 80% остаточного ресурса. По мне, так это бред сивой кобылы. Согласен. И теперь хочу я замерить на холодную, друзья. Так, не развернуть бы мне эти баночки. На холодную перейду-ка я на ту сторону. В самом двигателе моего автомобиля. Для этого опять же переключаю все это дело на бензин. Заодно произошел сброс. Так, масло у меня вот такого вот цвета. То есть не темное. Вот мы с вами и промеряем. Так, примерную длину шупа. Задубел этот проводок совершенно и совсем. Так, ну вот как-то так нам надо пиндюрить, чтобы что-то там померить. Это замечательно, клянусь Богом. Оп, он в принципе сам на дно и уперся. Так, ну что ж, давайте делаем тест. Надеюсь, вам там что-то как-то видно. Видите, минус он не показывает, 0 градусов. Пожалуйста, остаточный ресурс 100%. Это, друзья, при пробеге в 4000 километров. Вот, ну, а теперь посмотрим, что нам покажет на теплую. Для вас это будет, не знаю, секунда, ну, а я пока что прогрею автомобиль. Итак,
перед вами мой пробег с момента последней замены масла. 4016 километров. Вот, смотрим на температуру охлаждайки, у нас 36. Ну и температура масла у нас, сколько там, 30 градусов. Глушим автомобиль, идем смотреть. Щуп достал, всунул в картер зонд и проводим измерения. Значит, на дисплее переключаем на бензин и погнали. Итак, в остатке 40%. По инструкции масло нужно менять не ниже, чем 30% в остатке. И температура у нас там 25,5 градусов. Вот. Поэтому видите, что на холодную и что на теплую. То есть на холодную делаем вывод, измерять масло нельзя. Так, ну а теперь у нас остался дизелек. Вот этот вот чернозем, как я называю. Перейду на ту сторону. Так, полностью пропитываю зонд от остатков своего масла. Так, ну и что? Погнали смотреть, что нам покажет. Мы помним, что на холодную было 80%. Итак, зонд в масло погружен полностью. Переключаем на дизель. И запускаем, друзья, тест. В остатке всего лишь 20%. А мы помним, что на холодную было в остатке 80%. Ну и еще раз я делаю такой акцент, судя по нашему эксперименту, что на холодную измерять масло нельзя. Как я и думал. Именно это я и полагал. То есть вот эту вот баночку я подогрел, 36 градусов, видите, температура, я подогрел просто газовой горелкой. Вот такие сегодня, друзья, у нас были эксперименты. Вымазал в масло весь прибор. Как показал эксперимент визуальный, когда у нас щуп уже был полностью в баночке, то есть на холодную 80%, а на теплую 20%. Ну, будем считать, у меня на холодную 100%, а на теплую 40%. И еще такой нюанс. Конечно же, масло, друзья, лучше менять не по пробегу, а, соответственно, по моточасам. Так вот, что я скажу. Значит, у меня, как вы видели, пробег 4000 километров. Но каждодневные прогревы, а это 4-5-6 раз в день, если машина полностью холодная, то я стою и грею ее минут 10. Почему? Потому что вариатор, его надо прогревать. Ну и грею, пока не потухнет лампочка. Лампочка у меня тухнет на температуру 51 градус охлаждайки. На сегодня с экспериментами все. Друзья, заказал я, отжалил денежек, еще точно такой приборчик для трансмиссионного масла. Вот. Пока эти китайские праздники, все это долго-долго едет. Но как приедет, мы с вами, конечно же, посмотрим еще и масло в вариаторе. Уже скоро подходит у меня к замене. Опять 30-ка. Меняю, стараюсь через 30 тысяч. Первый раз я менял вообще 52 тысячи было, по-моему, пробега. Ну вот сейчас подходит уже, видите, дело к 80 тысячам. И посмотрим перед заменой, как и что оно нам покажет. На мое мнение, опять же, друзья, я экспериментирую, я никого не уговариваю покупать эти приборы. Я купил этот прибор сугубо для своего чисто спортивного интереса. Пока этот интерес еще, как говорится, интересен. И пока у меня какое-то доверие этому прибору есть. Пока как бы все это дело сходится. Ну вот, опять же, 4000 километров, 40% остатка и плюс большие моточасы прогрева. То есть уже, если по километражу, то порядка, наверное, 6000. Вот я на нем наездил. Поэтому закупаемся маслом и, так сказать, меняем. Все, друзья, на сегодня все. Всем спасибо, что были со мной. До новых встреч, до новых видео. Пока. Спасибо за внимание.